Ванбо Вали 1 Pro. Знаете, это проектор, который выглядит как футуристическая какая-то фотонная пушка. Там. Не, вообще, на самом деле, прикольный проектор, который, смотрите, во-первых, имеет вот такую вот прикольную архитектуру поворотную, да, то есть сама по себе ножка, которая, кстати, смотрите, имеет подключение питания, то есть у нас есть обыкновенный вот такой вот кабель, без каких-либо внешних там блоков питания. Вы подключили сюда, либо на эту сторону, либо на эту, в зависимости, куда вы выводите кабель. Это очень удобно, кстати, очень удобно. При том, что этот проектор, он действительно интересен тем, что у него есть 900 ансилюмен реальной проверенной яркости, немножко об этом позже. У этого проектора есть и автокейстоуны, и коррекции там различные, обход препятствий, а главное, что у него есть, это HDR10, сертифицированный Google TV, 14 на секундочку, Netflix, DRM-L1 и плюс все фишки этого самого сертификата, и Google Chromecast, и голосовой поиск, кстати, вот таким вот Bluetooth пультом он оснащен, смотрите, какой симпатичненький, у нас с кнопками быстрого доступа, с автофокусом, с регулировкой громкости, ну и обыкновенное кольцо навигации. Не самый плохой пульт, который я видел, достаточно приятный. При этом он очень тихий, меньше 28 дБ. И плюс вот этот вот проектор имеет неплохой звук. 12-ваттная система с акустической камерой и сертификацией Dolby Audio. Сзади у нас есть, смотрите, HDMI-чик, USB, выход на наушники, кнопка включения. Снизу он никак по-другому не крепится. Это просто, ну, вот есть у нас крепление вот такое вот для потолочного, в принципе, привинчивания. Там есть, можно задать различные моменты. Но он поддерживает все вот эти современные фишки. HDMI-цик, которые присущи телевизорам. Он поддерживает ERC, то есть, вернее, ARC. Можно через HDMI подключить 5.1, ну, грубо говоря, объемный декодер в виде ресивера. Да, то есть вы можете подключили, все классно. Плюс сам по себе комплект. Они даже дают фильтр. Они даже дают фильтр, на секундочку. У него есть даже функция удаления пыли, когда вы включаете одной кнопкой, он там включает там продувку такую, и продул проектор. Прикольно? Прикольно. Слушайте, давайте так, мы сейчас пойдем все его опции, конечно же, посмотрим. И самое, знаете, что самое интересное? Что у этого проектора есть работающий MEMS, уплавнялка. То есть, если старые проекторы какие-то там показывали какую-то дерганину в динамических сценах, то здесь такого нет. И он работает плавненько и классно. Слушайте, все, переходим. Не, стоп. Какой переходим? Подписываемся, нажимаем колокольчик. Потом переходим с вами, смотрим, сколько он стоит, где его покупал. И, конечно же, тестируем. Потом делаем выводы. Технозон. Покупал я его в Украине. Кстати, ссылку в описании под видео вам засунул. И на AliExpress он тоже есть. Тоже вам закинул ссылку в описании под видео. Но интереснее смотреть на сайте в Украине. Тут хайлайты прикольно расписаны. Смотрите. 1920 на 1080. 900 ANSI люмен. А вот теперь по поводу яркости. Яркость реальная. Мы делали, вы сейчас видите, набор картинок и делали тесты на эту яркость. Я даже себе записал стенд, какой был. Вы даже сможете пересчитать, если, допустим, возьмите, соскрините эти картинки. Есть определенная формула, методика. Мы делали его на расстоянии 2,42 метра. И у нас размер экрана был 180 на 101. Вот. И замер в 9 точках люксометром. И потом по формуле вычисляется. Да, она приблизительно 860, 880. Ну, тут уже очень трудно. Но делается это в абсолютно темном, полностью темном помещении. Тест. Если вы допускаете там 25%, допустим, внешнего освещения, то, конечно же, свет рассеивается и начинается уже другой момент. И плюс еще нужно смотреть у вас покрытие, да, есть же отражающее, есть поглощающее, чтобы не было никаких там наводок отдельных на люксометр. То есть, да, вот он по яркости очень-очень близок к заявленным характеристикам. Android 14 и Google TV сертификат. 2 на 32, Wi-Fi, Bluetooth, это понятное дело. 2 динамика по 6, но сейчас я про аудиосистему расскажу отдельно. Автофокус, коррекция Keystone, подставка, это все вы сейчас тоже посмотрите. А вот то, что они говорят, поддержка MEMS и Dolby, да, здесь есть Dolby Audio, потому что здесь есть сертифицированный Netflix. Процессор
Mediatek 9660, как на достаточно классных телевизорах, именно все это они смогли сделать с помощью этого процессора. Там, по сути, это телевизор вместо экрана, у которого проектор поставили. HDMI 2.1, ну, по яркости мы уже с вами поняли, контраст 3000 к 1, HDR10 поддерживается, и MEMS тоже абсолютно поддерживается. Ну, гигантский экран они обещают до 260 дюймов, я бы на такой размер не растягивал. Есть вписывание в экран, есть обход препятствий, как вы видите, и у нас вот этот вот наклон 200 градусов, джимбал вы можете его направлять, то есть это очень удобно. Кстати, очень удобно питание сделано, прям классно. Ну, Google TV с Netflix мы уже с вами посмотрели, про процессор тоже. А вот по поводу объемного звука. У нас 12 ватт полнодиапазонной динамики и плюс акустическая камера, то есть он такой достаточно басистый, и плюс еще DSP, это цифровой усилитель мощности. Поэтому как бы в сумме это все играет очень неплохо. Google Cast поддерживается и голосовой поиск, ну, именно голосовое управление. Слушайте, все, в принципе, рассказали. Да, насчет тишины подтверждаю, очень тихий, он вообще был не назойливый на тестах, и вы, в принципе, его не услышите, когда мы будем снимать. На Алиэкспрессе тоже ничего нам нового не написали, примерно те же самые хайлайты, да, ничего нового не написали, того, чего мы не видели. Интересно, фокусное расстояние, может, расписали? Нет, фокусное расстояние они не заявляют как отдельную опцию. DRM Widevine L1, это тоже мы сейчас с вами все проверим. Написать можно много, а интересно, что по факту. Переходим и тестируем. Знаете, что на этом проекторе сразу надо обозревать? Да, интерфейс, потому что это полноценный Google TV с полной сертификацией. Мы сразу видим Netflix, вот очень быстро работающий. Смотрите, и вот сразу говорю вам платформу. Смотрите, заходим в AIDU 64. Видим Wally 1 Pro, это платформа MT5896, это именно платформа, просто здесь круче стоит. 2 гигабайта на 32, центральный процессор Cortex A55, 1680 МГц, скажем так, будет правильнее. За отображение отвечает Mali G52 и сеть у нас даже коннектом 780 мегабит. Ну, устройство не имеет доступа к температуре, по кодекам поговорим потом. Начнем сразу с мультимедийных опций. Netflix. Есть полноценный Netflix, при этом не просто Netflix, а с HDR. Смотрите, с HDR и со звуком 5.1, потому что здесь есть у нас сертификация. Видите, HDR10 включался, давайте еще раз заходим. Есть сертификация Dolby Audio. Смотрите, включаем, все работает. Это полноценный Netflix. Идеально, хорошо. Дальше, давайте по YouTube. Давайте включаем один из моих роликов, который я снимал специально для тестов. Видим HLG. И действительно качество неплохое. По яркости. Ой, смотрите, что такое визуальный режим. Ага, есть еще обложка. Это просто для прослушивания музыки, если хотим. Да, бывает такое, что не нужно музыку, что не нужно видео. Давайте включаем обратно видео. Включаем статистику для сисадминов. И при том, что он может здесь увеличивать скорость воспроизведения. Смотрите. То есть, как в сертифицированных Google TV устройствах. Давайте перезапустим. Там дропы именно из-за ускорения было. Давайте розовое озеро включим. Пожалуйста, HDR10, VP9.2, SMPTE 2084, цветовое пространство. Идеально работающий YouTube. Какого черта, блин. Вот наконец-то правильно реализованный сертифицированный проектор. Без каких-либо внутренних систем, внешних настроек, через какие-то сомнительные ТВ-боксы. Этот ролик снимал я лично. Он выглядит очень даже неплохо на этом проекторе. Знаете, что еще хочу запустить? Дикую реку. Я знаю, как она должна выглядеть. Тоже показывает HDR10. И да, это прям вот очень близко к оригиналу. При том, что он максимально декодирует и воспроизводит 1080p 60 Гц в HDR, пожалуйста. Четко в HDR. Смотрите. Я вам скажу, у меня вот есть ощущение вот этого вот киноэффекта очень неплохое. При том, что вы видите плавный пролет, да, никаких вопросов нет. Знаете, что самое интересное? Я вам сейчас включу один тест, вот пока мы в YouTube, и вы сразу все поймете. Брюс Уиллис. Старый добрый Брюс Уиллис, давайте я тише сделаю, и у нас работает уплавнение, у нас работает полноценно MEMS, в настройках я его попозже покажу. То есть это абсолютно плавный, идеально работающий проектор с плавностью. Смотрите, вот эти все тесты 24 кадра, все плавненько летает.
Потом были еще там, вот, смотрите, вот эти тесты. Давайте, вот они. Смотрите, тоже все плавно идет. 23 976. Ни по YouTube, ни по Netflix, ни по уплавнялке вопросов у меня абсолютно нет. А вот, кстати, слушайте, вот оно быстро воспроизводит. Давайте через аналитику посмотрим 5 ГГц Wi-Fi. 2.4 мы уже не тестируем. Это атовизм. Давайте уже в 2026 году не будем возвращаться к каким-то страшным старым стандартам. Так, он показывает на 5 ГГц под 200 мегабит. 220 мегабит на загрузку. Вполне хорошо для проектора. 220 на загрузку и 240, ну давайте, 245 на выгрузку. По воспроизведению без ТВ-бокса он спокойно справляется. Памяти достаточно. При том, что даже такие средства просмотра, как Matrix, тоже работают отлично. К сожалению, не могу их показывать. Сильно бесится YouTube. Заходим в IMU Media и проверяем. Здесь, кстати, диагностика пройдет. Он видит, что это у нас HDR10 и HLG экран. Есть у нас AAC декодер, AC3 декодер и EAC3 декодер. Это именно стандарты объемного звука, но это мы тоже посмотрим по кодекам. То, что видит Vimeo, это и AV1 есть, и MPEG, и RAW, и 264, и 265. И вот, в принципе, тоже сейчас будем проверять. А давайте сразу по кодек инфо посмотрим, по мультимедии. AAC, да, AAC, IDTS, AC3. То есть здесь есть Dolby Audio лицензия. AC3 это Dolby Digital Plus. Ну, в принципе, дело в том, что они не смогли бы без Dolby Audio лицензии завести здесь Netflix. Смотрим MPEG L1, L2. Потом что у нас еще есть? По аппаратным декодерам видео. Композит, HDMI. Меня интересует VC1, AV01 есть хорошо. AVC. 265 кодек вижу. MPEG 2 и VP 9.2. По лицензиям Widevine L1 есть, присутствует, хорошо. И слушайте, прям и ClearK есть у нас, и Apple FairPlay. Хорошенький такой себе сертифицированный проектор. А знаете, откуда сертификат? Его делает SDMC группа. Смотрите, если пойти в систему, то мы видим SDMC группа, то есть это Wally 1 Pro. Ну и само собой, проверяя на Megugo много DRM контента, мы можем констатировать, что вот все стриминговые сервисы на таком проекторе будут работать практически идеально. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Вот, пожалуйста, фильм идет, все отлично. Слушайте, у меня претензий именно по сертификации, по возможностям мультимедийного контента, по, например, там, вот давайте еще, знаете, что зайдем, попробуем. По телеканалам через UTT-сервисы. Вот, пожалуйста, они работают. Давайте, а ну следующий канал. Все быстро, чинно и благородно, как я это называю. Вот Discovery хорошо. Мой любимый 1+1 марафон. Ну, блин. Это хорошо работает. Давайте теперь попробуем с вами качество того, что он предлагает. Так, пробуем LG New York 4K. Так, все воспроизводится практически идеально. То есть тут вопросов нет. Высокобитрейтные фильмы смотреть можно. Тестируем качество отображения. Основные цвета. Давайте мы сейчас будем, не знаю, снимать и ambient, который он создает. Ну, дело в том, что, смотрите, с основными цветами все предельно понятно. Достаточно неплохо. При этом он дает очень хороший ambient цветку. При этом мы смотрим это все не в совсем затемненном помещении. Конечно же, мы не тестируем. Мы единственный тест, который проводим, это на яркость самого светового потока. Делаем 100% затемнение. Слушайте, по основным цветам нет затемнений никаких по сторонам, вкраплений черного цвета. Цвет предельно мягкий, однородный. Смотрите, вообще отлично. Давайте синий. Ну, еще какой-то. Это вот истинно черный. Да, чуть-чуть проявляется. Никакого у нас оверскана нет фактически. Теперь проектор, но он у меня сейчас в пользовательском режиме. По яркости камера не передаст, но он очень тонко откалиброван. То есть 4 еле-еле видно. Так и должно быть. По контрасту, сейчас сфокусируем камеру, по контрасту тоже все отлично видно. Девушки выглядят отлично. При том, что я вам напоминаю, здесь можно докалибровывать данный проектор. Смотрите, у нас все квадратики разделены. Смотрите.
Видны все квадраты, это так и должно быть. То есть и яркость, и контрастность у нас отработали отлично. То есть там по диагональкам и в крайних все. Яркостно-контрастный анализ, он весь проходит. То есть я вижу все, видите, квадратики. Все вкрапления. Да, на последнем их еле-еле видно, но они видны. То есть яркостно-контрастный анализ он проходит, и он действительно откалиброван. Также и здесь внизу видны, видите, вкрапления. Я специально приближаю, чтобы вы видели 3 градации вкраплений. Черный, синий, зеленый, красный тоже. Блин, не видно на камере. Ну, давайте. Красный, зеленый, синий, черный. Так, теперь смотрим. Линзирование. Слушайте, а что с линзированием? Где оно? Почти нет размытия по бокам. Это очень хорошо. Пропусков веточек нету. У девушки видны все веки. Ну, имеется в виду реснички. То есть это выглядит очень хорошо. Я бы не рассматривал его как суперпроекционный проектор, вернее, как суперпрезентационный проектор, но, в принципе, шрифт читаемый и, думаю, для небольших аудиторий использовать можно. Теперь давайте посмотрим бегло на настроечки. По настройкам тут все очень интересно. Тоже все интегрировано конкретно в интерфейс Google TV. У нас есть, видите, входы HDMI. У нас есть общее управление ЦИК, он поддерживает ЦИК. Также у нас есть проекционные настройки, есть автофокус ручной, сами по себе настройки фокуса. Это автозапуск, автофокус при старте, автофокус после движения. Работает, у нас есть, смотрите, и мануальный фокус, допустим. Ой, это громкость я трогаю. Вот. Мануально мы нажимаем, и вот он раз там автофокусом все сработал сразу. Кнопка автоматического фокуса. Есть у нас ручной фокус. При этом фокус практически идеально отрабатывающий. Есть у нас трапецоидная коррекция, есть автоматическая, есть ручная. Видите, по углам. Есть у нас настройка коррекции, то есть автоматическая, избегать препятствий, кстати. Это когда, если что-то препятствие, он просто уменьшит экран, обойдя препятствие. Есть адаптация изображения, это увеличение пропорций и изменение положения изображения. Дальше у нас есть расширенные настройки, это подгонка по экрану, избегать препятствий. Ой, я взял все, сбил зачем-то. Сейчас он все откорректирует. Кстати, и автофокус, и автотрапецоид работают отлично. Сейчас он трапецию выровняет, все хорошо. Ну и есть, конечно же, изменение режима проекции. Энергия-производительность, ну здесь есть у нас удаление. Вот, кстати, у этого проектора есть удаление пыли в один клик. Он включает вот так вот на пару секунд специально вентилятор на суперскорость, и все, и у нас удаляется пыль. Есть ускорение системы, это когда он чистит кэш. И режим Bluetooth динамика. А вот тут вот кроется очень интересный момент. Дело в том, что данный проектор, давайте я сейчас включу сюда, Bluetooth динамик подключу, имеет очень неплохой звук. Вот я сейчас подключаю его. Есть, подключился. О, Pixel 10. Он сейчас выключит изображение. И можем включить какую-нибудь музыку. Давайте включаем музыку. А ну, погромче сделаем. Да ладно. Вот звучит он очень-очень круто. И как Bluetooth-колоночка, вот как такая, знаете, неплохая среднебюджетная Bluetooth-колонка звучит. Хорошо, зачет. И как Bluetooth-колонка зачет. И плюс еще просто вот как звук для проектора. А он продолжает это все дело воспроизводить. Охренеть. Ладно, Bluetooth отключили. Также у нас есть настройки экрана. Давайте, ну, есть стандартные настройки экрана, где мы можем корректировать яркость, контраст, насыщенность, тон, резкость. В экспертных настройках у нас цветовая температура и MEMS, то самое уплавнение. Мы можем здесь с вами это все дело реализовать. Есть настройки отображения HDMI, где у нас есть цветовое пространство. Можем выбирать DCI, Adobe RGB, BT2020, sRGB 709. Слушайте, я честно вам скажу, я в проекторах такого не видел. Вот не видел таких настроек. Ну, просто нормальных лицензированных проекторов я давно не видел. Сертифицированных. Теперь соотношение сторон у нас регулируется. В режиме звука у нас есть режим звука стандартный, спорт, фильм, музыка. Ну, само собой, это просто режимы. Улучшение диалогов есть. Это усиление центрального канала, так как здесь есть Dolby Audio. Есть даже маленький эквалайзер. И регулировка аудиовыхода. А здесь у нас, видите, пропуск есть проброс, есть PCM звук-вывод, Dolby Digital Plus, Dolby Digital простой.
Это на случай, если вы выводите колонки телевизора, либо HDMI ARC. Ребята, он поддерживает подключение внешнего ресивера через HDMI. Плюс можно регулировать задержку. Слушайте, в остальном всем это очень и очень прикольный проектор. Давайте перейдем на внешнее устройство. Видите, мы подключили устройство HDMI, он попросил сразу на него переключиться. Так. Подключили Xiaomi TV Box. Он сейчас на 24 кадрах. Объясню почему. Хочу проверить, как работает уплавнялка с 24-кадрового режима на внешнее устройство. А ну-ка, включаем Брюса и смотрим. Слушайте, MEMS-то работает. MEMS-то работает. И на внешнее устройство в том числе. А ну, мне интересно, будет ли HDR с внешнего устройства воспроизводить. Да, HDR10 тоже работает. Хорошо. Ладно. Это уже прям отлично. Давайте, знаете, что хочу посмотреть, какие режимы он поддерживает экрана. И пойдем уже протестируем PlayStation 5. А потом уже вернемся, дотестируем с вами сертификационные возможности еще. И будем уже с вами заканчивать. О, кстати, он с внешнего устройства 4К 60 Гц воспринимает. А вот это интересно. А вот PlayStation, я вижу, включился 4К 60 FPS HDR. Давайте сейчас включим. Я выключил ее неудачно. Так, идем в настройки. Мне интересно посмотреть на сигнал, какой он воспринимает максимально с... Ну, давайте. На 4К 60 Гц с HDR и на 1080p тоже 60 Гц с HDR. Отлично, слушайте, ну можно играть. Давайте тестируем задержку, которая есть. Но для этого мы включим режим игры. Так, выбираем с вами спорт HDR, фильм, игра. HDR 10+. А вот это вот уже очень даже неплохо. Играть интересно. Так, смотрите. Проверяем задержку. В принципе, она есть. Минимальная. Для проф-игры не подойдет. А вот для повседневного использования ребенку, да и в принципе взрослому тоже вполне подойдет. Подходит ли для PS5 консолей и подобного? Да, подходит. Играть можно? Можно. Цветопередача неплохая. HDR поддерживается. 60 Гц поддерживается. Играй не хочу. Ну и, конечно же, уже конечный наш тест. Тестируем конкретно работу Chromecast. Опа, да, все работает. Это полный Chromecast с сертификацией. Можно транслировать не только, допустим, давайте остановим, не только YouTube, не только просто экран. Можно транслировать даже с ноутбука, из Google Chrome, все что угодно. И, конечно же, пробуем голосовой поиск. Громкость на максимум. Да. Уменьши громкость на 50. Отлично. Окей. Открой YouTube. Открываю приложение YouTube for Android TV. Да, слушайте, все работает. Давайте уже пройдем и сделаем вывод по этому проектору. А знаете, в качестве выводов скажу, классный проектор вышел. Вот правильный, сертифицированный. Вот это про него все, что хочется сказать. Когда ты там смотришь из Китая, покупаешь какой-то проектор, там написано там сертифицированный проектор, а там внутри есть своя система, надстройка, допустим, того же самого какой-то TV-бокс, туда засунули маленькую плату какого-то стика, без доступа к USB, здесь все правильно реализовано, все с правильными доступами к USB. Это единая система, в которую прописаны все настройки кейстоунов, коррекции, автофокусов и управления всеми, допустим, аспектами там экрана. Это все работает. Рекомендую. Неплохой проектор, я вам скажу. И, в принципе, за адекватные деньги. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.